Ребята, всем привет! Вы на канале Даша Техник, и сегодня я вам расскажу про легковые автомобили на фронте и почему разработки середины прошлого века до сих пор актуальны, и также актуальны их разнообразные китайские аналоги. Итак, поехали! А начнем с помощи наших товарищей. Странный экспонат встречал гостей форума. У него прикольная эмблема и название «Барс» с явной отсылкой к остальной линейке отечественных военных автомобилей, таких как «Тигр», «Рысь», «Волк» и вот теперь и «Барс». Я, конечно, не автоэксперт, но что-то мне подсказывает, что изначально этот автомобиль родом из Китая. В пояснительной табличке к машине сказано, что аппарат предназначен для перемещения командного состава российской армии. Но, насколько мне известно, что к государственным закупкам допускаются только машины российского производства. Так что же тут отечественного, кроме логотипа? Может, я чего-то не знаю, но в начале лета я была на выставке «Комплексная безопасность», и там я увидела целую линейку китайских автомобилей, предназначенных для силовых структур, и нечто подобное я ожидала увидеть и тут. И, кстати, на выставке было несколько барсов со специальным оборудованием. А это еще один барс с зарубежными корнями, и в пояснительной записке к экспонату сказано, что автомобиль предназначен для обеспечения служебной деятельности командного состава Министерства обороны Российской Федерации. И вопрос, почему же служебную деятельность нельзя выполнять на исконно русских патриотах или же тиграх, мне не очень понятно. Видимо, Ульяновский завод не успевает за потребностями армии, и вот на помощь к ним приходят великие стены. Раньше мобильные комплексы борьбы с дронами размещали на японских «Тойотах», а сейчас же базой установки репеллент-патруля послужил очень российский «Барс». И в радиусе от 4 до 7 километров репеллент-патруль создает непреодолимый для дронов любых типов радиоэлектронный купол. Влетая в этот купол, беспилотники сразу же теряют связь с операторами и их управления, и по заложенной в них программе должны вернуться для восстановления сигнала. Сигнал восстанавливается, и дрон опять летит в купол и опять теряет связь. И в это время оператор репеллент-патруля определяет точку нахождения наводчика вражеского дрона и передает ее координаты тем силам, которые должны с ними бороться. Комплекс защиты способен работать на ходу автомобиля, то есть может прикрывать колонны в движении, и монтируется он на любое шасси. За рубежом на российскую систему отпугивания дронов обратили внимание еще несколько лет назад, и сейчас репеллент-патруль поставляется иностранным заказчикам, которые от него в восторге. А вот до передовой на Донбассе репелленты, похоже, еще не добрались. Хотя если бы такие отпугиватели дронов массово применялись в спецоперации, небо над головами российских воинов давно было чисто от дронов. А это самый легендарный экспонат выставки, и причем это не какой-то исторический образец военной техники, а вполне себе действующий армейский автомобиль. И последние 43 года открытый УАЗ с брезентовым верхом, именуемый в народе Бобиком, является основным командирским автомобилем российской армии. На них возят офицерский состав, а также буксируют небольшие прицепы с грузами и малую артиллерию. Изначально армейский автомобиль назывался УАЗ-469, и только после серьезной модернизации в 1985 году он получил индекс 3151, который сохранил и по сей день. А в 2011 году в Министерство обороны заявили о том, что к 2015 году они полностью откажутся от использования УАЗ-3151 в войсках. Но, как мы можем видеть, этим планам не удалось полностью сбыться, и без легендарного советского вездехода современная российская армия обойтись пока не может. А этот образец только видом передка напоминает другое вечное изделие Ульяновского автозавода – буханку. Вездеход ГАЗ-3344 создан специалистами Заволжского завода гусеничных тягачей и предназначается для перевозки людей или грузов по пересеченной местности и бездорожью. И с целью повышения грузоподъемности и проходимости машина построена по двухфазной схеме, и конструктивно она разделена на два блока, имеющих собственную ходовую часть. Блоки звенья соединены между собой при помощи специального шарнира с возможностью блокировки, и такая архитектура значительно повышает проходимость машины благодаря возможности изменения взаимного положения звеньев, а также за счет блокировки шарнира, что позволяет увеличить ширину пересекаемой траншеи. А шарнир имеет 4 гидравлических цилиндра, обеспечивающих взаимодействие звеньев машины в двух плоскостях. Корпуса обеих звеньев вездехода ГАЗ-3344 имеют примерно схожую конструкцию. Их нижняя часть выполняется из стального листа в виде лодки и должна обеспечивать вездеходу плавучесть. На этих лодках монтируются прочие агрегаты, включая силовую установку и грузопассажирские кабины. Нива – это еще один ветеран на службе российской армии, и машина идет под литерой Лебедь-Z в память о легендарном военачальнике и политике Анатолии Лебеде. Подобные автомобили вызывают большой интерес у военных, потому что этот автомобиль в 5 раз дешевле Уралов и легкомазов, а расходных материалов он тоже требует меньше. И как мишень эта машина в несколько раз меньше грузовиков. А с доработанной подвеской этот автомобиль имеет повышенную проходимость, и по сути это вездеход. А два показанных автомобиля немного различаются между собой, и от ВАЗовской же Нивы они отличаются очень сильно.
Носителем автомобиля является пикап ВИЗ Авто. В конструкции использовано более 150 разработок и изменений на уровне ноу-хау и не использованы импортные комплектующие. Тут все наше, сказал главный конструктор доработанной Нивы. Для кардинального увеличения проходимости на автомобилях стоит усиленная подвеска, самоблокирующиеся дифференциалы в переднем и заднем мосту, установлены шины повышенной размерности и произведен лифт подвески для увеличения клиренса. А также установлен силовой бампер для обеспечения возможности установки лебедки для вытаскивания или же буксирования другого транспортного средства. А для преодоления водных преград установлен шноркель, который защищает двигатель от так называемого втыка. На автомобиле стоят расширители колес, установлен усиленный багажник, на который можно ставить дополнительный груз, как мирный, так и боевой, и в том числе маскировочную сетку, а также защитный комплект для лобового стекла. Салон автомобиля приспособлен для крепления различного стрелкового оружия, медикаментов, специального оборудования и, естественно, он легко бронирован, а в перспективе, в зависимости от поставленных задач, и бронирование может быть усилено. А после показа на форуме «Армия-2023» новые боевые пикапы отправились непосредственно на фронт. А это тоже Нива и тоже пикап, и только на этот раз бронированный. Компания Schwab Спецавто продемонстрировала на форуме «Армия-2023» бортовой автомобиль с тентом с бронезащитой. Кабина машины покрыта внешней броней 3-го класса, а вместо лобового стекла установлены небольшие бронестекла, которые используются как смотровые. А также по запросу заказчика можно усилить колеса пуленепробиваемой вставкой, а в случае необходимости поврежденные элементы конструкции могут быть заменены на новые. В бронированном салоне могут разместиться 2 человека, пассажир и водитель. Автомобиль обладает двигателем мощностью в 106 лошадиных сил и отличается высокой маневренностью. Транспорт подходит для использования как в условиях бездорожья, так и на городских улицах. В Schwab рассчитывают, что пикап грузоподъемностью в 500 кг заинтересует не только силовые ведомства, но и гражданских клиентов. А также на стенде Schwab была еще одна Нива, но уже в варианте фронтовой скорой помощи. Кузов Прима оснащен закладными для установки медицинского оборудования, мебели, сидений и приемного устройства, и автомобиль соответствует классу Б для перевозки 2 пациентов. Для нивелирования большого клиренса при загрузке пациента откидной борт на Нива Прима удлинен, а приемное устройство идентично с Lada Largus Prima. А за счет хорошего клиренса и высокой проходимости Нива идеально подходит для сельской местности. А это еще одна фронтовая скорая помощь от компании Schwab и уже сделана на китайском шасси. И снова Поднебесная нас выручает своей автотехникой. И один из ключевых параметров автомобиля скорой помощи – это сочетание небольших габаритов и вместительного теплого медицинского салона. Его длина чуть больше 3 метров, а ширина составляет 1,8 метров. И такие параметры позволяют свободно перемещаться по салону, и у медиков есть возможность получить всесторонний доступ к пациенту. Носилки легко сдвигаются от левого борта к центру. Фирма Оборон Авто, известная в частности крупным бронеавтомобилем Буран, представила прототип легкого вездехода Кадет. И машина представляет собой комбинацию рамного уазовского шасси с зависимыми подвесками, подключаемым полным приводом с оригинальным защищенным кузовом, более просторным для пассажиров и вместительным для груза за счет открытой платформы. Все серийные агрегаты для этого автомобиля проходят тщательный контроль качества, а местами и тюнинг. И, к примеру, стандартный 2,7-литровый бензиновый мотор ЗМЗ после селективной сборки форсируют до 220 лошадиных сил. Также разработчики отмечают усиленные колеса на ободе дисков, в которых выштампованы рекомендации по выбору для разного типа покрытий – асфальта, песка и гравия. По расчетам, 3-тонный Кадет сможет брать 30-градусные подъемы, разгоняясь на хорошей дороге до 130 км в час и потребляя в среднем 15 литров топлива на 100 километров. Представители компании не скрывают, что основным заказчиком они видят Министерство обороны, отчего дебютный Кадет и получил бронекузов с универсальными креплениями для армейского инвентаря. Тем не менее, выпуск варианта для частных клиентов тоже рассматривается в перспективе. И еще один пример использования уазовских агрегатов показала компания Argo, создавшая предельно утилитарное и простое багги с прицелом на службу в подразделениях Росгвардии. Сами разработчики позиционируют Сарацин как вездеходную мобильную платформу для установки различного спецоборудования, а полезная нагрузка до 3 тонн позволяет переделать машину под конкретные задачи, например, сделать из нее пункт наблюдения, полевую кухню или что-то подобное.
В отличие от исходного УАЗа и упомянутого выше Кадета, Сарацин получил экономичный стасильный дизель. И в сочетании с механической коробкой передач такой мотор обеспечивает вездеходу автономность до 700 км и достаточно неплохую динамику. Арго разгоняется до 140 км в час, а выносливая ходовая часть позволяет преодолевать пересеченную местность со скоростью до 60 км в час. А это классический УАЗ-патриот, и предназначен он для обеспечения повседневной деятельности войск и выполнения общехозяйственных задач. Военный патриот не сильно отличается от гражданского. Базовая конструкция у него та же самая, но отличается комплектация. На таких внедорожниках используются стальные кованые диски колес, нет рейлингов на крыше и есть крепление для шансового инструмента и канистры для воды, масла и вооружения. Кроме того, двухлистовая рессорная подвеска заменена на более жесткую, четырехлистовую, не говоря уже, конечно, о различном спецоборудовании, нужном для различных силовых ведомств. Можно также отметить, что конструкция Патриота допускает возможность бронирования. А проведя модернизацию модели в 2016 году, УАЗ отказался от еще одной военной фишки – двух металлических топливных баков. И теперь бак единый и пластиковый, и заправлять такую машину на АЗС намного удобней. УАЗ Есаул – этот автомобиль для спецназа внешне ничем не отличается от стандартного УАЗа Патриота, и он способен защитить своих пассажиров от выстрелов и стрелкового оружия крупного калибра, а также взрывов мин и оборонительных гранат. Броневую капсулу не способна пробить ни одна из используемых сегодня систем стрелкового вооружения, а стекла машины изготовлены из полистойкого молированного стекла и имеют толщину в 19 мм. Моторный отсек Есаул оборудован системой автономного пожаротушения. Лобовое стекло имеет автоподогрев и не замерзнет даже при температуре до минус 40 градусов Цельсия. И Есаул является достаточно дорогим спецавтомобилем. Его цена достигает 3 миллионов рублей. Однако он жизненно необходим бойцам Росгвардии, которым приходится систематически вступать в вооруженное противостояние с членами организованных преступных групп, пытающихся дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Замаскированные броневики снабжены системой перехвата радиосигналов. Находящиеся в них бойцы могут без проблем блокировать работу средств связи террористов, а также глушить сигналы радиоуправляемых мин и фугасов, установленных на маршруте движения. А это специализированный автомобиль Есаул Преграда на базе пикапа УАЗ. Машина может блокировать движение во время массовых беспорядков. Заграждение преграды изготовлено из металла и листов композита. Оно раскладывается вручную за 2 минуты, а ширина заграждения в разложенном виде 5,5 метров, а высота 2,5. Отмечается, что машина предназначена для блокировки неорганизованного движения правонарушителей, противодействия группам лиц, нарушающим общественный порядок, а также для защиты личного состава. И подчеркивается, что существует и бронированный вариант автомобиля. Самый, пожалуй, заслуженный российский производитель вездеходов Трекол показал топовую 8-колесную модель Арктика ценой от 15 миллионов рублей. Гигантская плавающая машина длиной 8,7 метров и высотой в 3,3 метра предназначена, как утверждает производитель, впервые в мире для круглогодичной перевозки 21 человека или же доставки грузов массой до 4 тонн по тотальному бездорожью. Модель получила оригинальное полноприводное шасси и утепленный алюминиевый кузов. 170-сильный турбодизель ЯМЗ 534 в блоке с 5-ступенчатой механической коробкой передач расположили между кабиной управления и транспортным модулем. Все мосты снабдили самоблокирующимися кулачковыми дифференциалами, а шины сверхнизкого давления централизованной подкачкой. Кроме того, клиент может заказывать лебедки, автономные отопители, стеклопакеты, силовую защиту и другие специальные опции для самых сложных климатических условий. И вот такой рассказ у меня получился о военных автомобилях, показанных на форуме выставки «Армия-2023», а другие видео о форуме «Армия-2023», о танках, БМП, инженерной технике, а также о роботах есть на моем канале. А если вам нравится такой контент и вы хотите поддержать меня рублем, то приглашаю вас на мою страничку на Бусти. Все ссылочки будут в описании. А также заглядывайте на мой второй канал Dasha Models. Там я строю модели увиденной мною техники. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.